Недавно у меня случилась очень смешная ситуация с одним скамером. Из-за моей невнимательности я не только не повелась на скам, но еще и оскорбила мошенника, так что ситуация выглядит вдвойне комично. Поэтому сегодня я предлагаю посмеяться над нашей перепиской, а затем обсудить, что за пиздец творится с Инстаграмом в последнее время. Итак, на днях, помимо привычных для всех художников «отправь рисунок на вот этот вот аккаунт», «пришли мне картинку, я ее прорекламлю», «предлагаю супер-пупер методику для поднятия активности на твоем аккаунте», мне попался новый тип спама в творческих аккаунтах. Посмотрите на этот комментарий. Его мне написал человек под одним из постов, и мне показалось, что это реальный клиент, который хочет заказать у меня рисунок. Поэтому я подписалась на него и начала диалог. Я буду прикреплять скрины с перепиской и уточнять, почему вам не стоит вестись на эти комментарии. Спойлер, это точно не заказчик, не питайте ложных надежд, вот вам десятки других скринов с точно такими же сообщениями. Все началось со странностей. Я прислала человеку ссылки на свое портфолио, расценки и условия работы. Прошло пару секунд, женщина мне прислала свое сообщение, но не прореагировала на все, что я написала выше. Это было слегка странно, но такое может случиться и с реальным заказчиком. Поэтому я объяснила ей, что мне нужно для начала работы, а также как она может оплатить рисунок. И дальше произошла смешная ошибка с моей стороны, из-за чего скам пошел не по плану. Я назвала ее сына собакой. В первом сообщении она сказала, что она хочет подписать рисунок своего питомца именем. Во втором сообщении она называет это имя. Я видела, что там было написано «My son name is Michael, we call him Mickey». Но мне показалось, что по логике она имеет в виду имя собаки. А слово is может быть словом him, которое ей случайно автоисправление заменило, потому что это слово is еще начинается с большой буквы. Типа, мой сын называет его, собаку то есть, Майкл, а мы зовем его Микки. Любимый питомец сына — это собака, они часто играют вместе и бла-бла-бла. Потому что если вы заказываете рисунок своего животного или там животного ваших друзей, вы, скорее всего, на портрете напишите имя питомца, а не имя его владельца. И, как мне кажется, вы будете рассказывать художнику о том, кого нужно рисовать, а не о ваших родственниках. В любом случае, это серьезная ошибка с моей стороны, и мне повезло, что это оказался мошенник, а не реальный клиент. Итак, я спрашиваю у нее, в какой позе рисовать Микки, куда направлять взгляд сына собаки, как его рисовать сидя, стоя, какой будет задний фон, будет ли он сложный или простой, потому что от этого зависит и время, которое я потрачу на работу, и стоимость самой работы. Но она игнорит все эти вопросы и спрашивает меня, где я нахожусь. Я отвечаю, и затем наступает 20 минут молчания. В это время я перечитываю переписку и осознаю, что я ошиблась в переводе. Я извиняюсь, спрашиваю у нее, о ком мы конкретно говорим, о сыне или о собаке. Она, к моему ужасу, отвечает, что мы говорим о сыне. Поэтому я еще раз прошу прощения и уточняю, что мне нужна информация о самом питомце. И вот с этого момента переписка становится холодной, как лед. Ее дальнейшие ответы очень короткие и местами агрессивные. Она кратко пишет: «Рисунок собаки моего сына, фото я вам прислала ранее». Я пытаюсь выяснить у нее дополнительную информацию о собаке, а еще получить ответы на вопросы, которые я задавала давным-давно выше. На что я получаю ответ, что вы ведете себя так, как будто не знаете базовый английский. И что я уже дала ответы на все ваши вопросы. Зачем вы спрашиваете, куда повернуть взгляд собаки? Делайте как на фото. Все, что я хочу, это надпись Микки на рисунке. Так вот, ребят, те, кто только-только начинает развивать свое творчество, пытается найти себе первых клиентов, пожалуйста, как только вы увидите, что человек с вами общается вот так вот, и даже если это будет реальный клиент, а не мошенник, то лучше откажитесь от сотрудничества с ним. Если человек не может дать вам четкое ТЗ и ответить на банальные вопросы, это значит, что в лучшем случае в конце такому клиенту что-то не понравится, и вам придется либо вносить 10 правок в эту работу, либо возвращать деньги. В этой же ситуации мошенница или намеренно проявляла такую агрессию и пыталась меня заткнуть, типа «девочка, ты что, тупая, ты не понимаешь, что я тебе говорю? Делай, как я сказала». Либо же это просто человек, который банально никогда не работал с художниками. Дело запахло писюнами, поэтому я полезла на ее аккаунт смотреть, что это вообще за человек. У нее в подписках я нашла множество художников разных направлений, которым она присылала одно и то же сообщение. И у некоторых из этих художников на странице могло быть таких 2-3 одинаковых комментария просто от разных аккаунтов.
И таких художников я нашла больше 40 человек. Поэтому тут уже было понятно, что это скам. Я написала парочке людей с вопросами об этой клиентке, и 2 человека мне ответили. В конце я расскажу о схеме обмана, но пока что вам стоит дочитать эту переписку. Итак, я очень невежливо и прямо указала ей, что она не ответила на многие мои вопросы. И тут она мне пишет, что заплатит $300 за рисунок вместе с доставкой. Это смешно и глупо. Мы даже не обсуждали печать. Я не знаю адрес ее проживания, но человек вот просто так хочет мне скинуть 3-значную сумму на карту. Да, на просраный фон ответила мне только с 3-го раза. Причем ответила что-то прям максимально невнятное. Настолько ей было срать на товар, который она в результате должна получить. Я написала ей, что цену уже назвала выше, и повторила, что я рисую только по предоплате. Она довольно бодро согласилась на то, что да, предоплату я сделаю, задала вопрос про email и про мое имя. И снова попыталась всучить мне эти $300. И я снова ей ответила, что цену я уже назвала выше. Она опять взбесилась и продолжила настаивать на доставке. На что я ей уже совсем невежливо сказала, что мы обсуждаем цифровой арт. На что она наконец-то догадалась написать мне про печать и оформление рисунка в рамку. И тут мне следовало согласиться, потому что вся их схема сосредоточена вокруг этих $300. Но я сказала ей, как и любому клиенту, что оформление цифрового рисунка в рамку происходит на стороне клиента. Это просто бредово и очень дорого. Цифровой арт печатать в Восточной Европе, а потом доставлять это в США. Это не масляная живопись на холсте, которая имеет свою ценность за счет ручной работы. После этих слов мошенник слился. Но в чем же суть их обмана? После того, как ты согласишься на эту сумму денег, мошенники скажут тебе, что у них не получается отправить тебе платеж из-за того, что у тебя превышен лимит суммы, которую ты можешь получить через PayPal. Это якобы можно будет исправить, если они тебе пришлют на $80-100 больше вышеназначенной суммы. То есть ты должен получить не $300, допустим, а $380-400. А ты им в то же время вернешь эти $80-100 назад. Тогда PayPal увидит, что ты у нас пипец какой богатый чел, якобы увеличит тебе этот лимит, и деньги к тебе дойдут. Для тех, кто никогда не работал с PayPal, либо не до конца понял схему обмана, она проста. Тебе ничего не отправляли. Они просто пытаются вытащить из тебя $80-100. Все. Это очень простой, глупый и смешной способ обмана. Но и немножко грустно, потому что, исходя из банальной статистики, кого-то из начинающих художников они, скорее всего, уже обманули. Эта схема новая. Она появилась только вот в конце декабря 2022 года. Она не успела так сильно раскрутиться. Плюс там ребята довольно выборочно кидают сообщения. Нету такого, что тебе 300 аккаунтов присылают под один пост одно и то же сообщение. Нет, скорее всего, на один аккаунт будет один мошенник. Иногда случайно может оказаться 2 бота на один аккаунт. Но это все равно куда реже, чем типичный спам, который получает каждый из нас. Эта схема еще и отличается от других тем, что они просеивают желающих. Они просят тебя им написать, и заинтересованные художники сами проявляют инициативу. Дальше с камеры кидают тебе заготовленный текст, называют довольно крупную сумму денег, и в отличие от других мошенников, эти стараются как можно быстрее перейти к этапу предоплаты. Я пыталась банить все сообщения и владельцев аккаунтов, которые эти сообщения рассылают. Но это сизифов труд. Каждую минуту появляются новые сообщения, и за секунды делаются новые аккаунты. Ну и как можно заметить, Инстаграм в последнее время не очень качественно блочит ботов, что тоже огромная проблема. Поэтому что я предлагаю? Если кто-то хочет уделить свое время этой ситуации. Первое, самое простое. Опубликуйте пост на эту тему в своем Инстаграме. Можно использовать скрины вот этих одинаковых сообщений как картинку, а в описании написать способ, которым они пытаются обманывать. Также можете там поставить теги, скам, спам, вот это вот все, и отметить своих друзей или знакомых, которым эти сообщения могут приходить. Второе, чуть запарней. Я написала вот такой вот текст, который копирую и вставляю под подобные сообщения. Вы можете написать что-то свое и короче. К примеру, это мошенничество, не верь. Суть проста. Если увидите очередной такой комментарий, прореагируйте, потому что вы уже знаете, но кто-то еще может не знать.
Я думаю, что спустя 1-2 месяца этот скам утратит свою эффективность. Но пока что он в новинку, и каких-то видео на ютубе или статей в гугле я не нашла на эту тему. Почему я вообще освещаю эту тему? Отчасти потому, что меня очень заебал спам в инсте. Если у тебя открыты комментарии, твой каждый пост будет засран вот этими сообщениями. Если у тебя открыт директ, тебя закидывают курсами, гайдами, обещаниями поднять количество просмотров и подписчиков на твоем аккаунте, либо там присылают какие-то сомнительные файлы и просят тебя их открыть. Единственный способ остановить все вот эти вот виды спама — это либо закрыть комментарии, либо закрыть личку, либо закрыть и то, и другое. Но художникам с небольшим количеством подписчиков делать это невыгодно, потому что они теряют и возможных клиентов, и новую аудиторию, которая сначала посмотрит рисунки, а потом уже решит, хочет она подписываться или не хочет. Я понимаю, что весь спам удалить не получится, но можно слегка приостановить возникновение новых видов развода, особенно тех, где участвует реальный человек. Вторая причина сегодняшнего видео — это моя персональная злость на мошенника за мое потраченное время. Дело в том, что он мне написал в мой выходной день. Я отменила прохождение курсов по фотошопу, отложила в сторону арт, который я рисовала для портфолио, и серьезно отнеслась к его сообщению. 1,5 часа я пыталась вытащить из человека подробности заказов. Хотя ладно, переписка получилась довольно забавной, потому что я его тоже заебала своими расспросами, это было видно, у человека сдавали нервы. Собаку как зовут? Куда взгляд собаки направляем? Что с бэкграундом делаем? Какие $300? Ты мне про бэкграунд ответь. Еще знаешь что? Сыну тебе собака. Понял? Господи, простите меня за такое. Мне что-то просто порвало. Мне кажется, это смешно. Наверное, это нихуя не смешно. Блять, там срач, не смотрите тут. На этом, ребят, видео подходит к концу. Что нам нужно помнить? Не ведемся на поводу у мошенников, не верим во всякую херь с лимитами в любой платежной системе, привязываем свой номер телефона ко всем своим аккаунтам и включаем двухфакторную аутентификацию, господи, что ж за слово такое-то, а также знаем, что нормальные компании не присылают никакой архивный файл на скачивание. Они могут присылать вам ссылку на Google Диск, где уже будут расписаны все подробности. Напоследок, если кому интересно, я стала активнее вести Instagram, там можно увидеть, чем я занималась последний месяц. На сим сегодня все, жопа февральские. До следующего видоса.